Сегодня я расскажу о 5 ежедневных привычках, которые развивают мозг вашего ребенка. Они, безусловно, просты в выполнении и очень легко интегрируются в вашу повседневную жизнь. А эффект, который получит ваш ребенок, отразится на всей его последующей жизни. Последняя, 5-я привычка удивит вас больше всего. Наш мозг развивается не от обилия информации, а от необходимости преодолевать трудности и взаимодействовать с реальным миром. Чем больше органов чувств задействованы в простом, любом абсолютно действии, тем активнее вырастут нейронные связи. Поэтому сегодня мы возьмем ежедневные действия и привычки, которые абсолютно не требуют работы мозга, и заменим их на простые привычки, при которых активно растут нейронные связи, и мозг ребенка развивается быстрее и эффективнее. И первая такая привычка – это диалог вместо сюсюканья или детского общения. С самого раннего возраста разговаривать с ребенком необходимо как с равным, как с взрослым. Использовать полные предложения и разные слова, и не ограничиваться просто звукоподражаниями, такими как «биби», «мяу-мяу» или «ням-ням», и уменьшительно-ласкательными суффиксами. Такое общение напрямую влияет на формирование словарного запаса ребенка и умение строить им в дальнейшем предложения. Если ребенок не слышал сложных слов в быту, он не поймет их в книге, и чтение станет для него самым настоящим мучением. Ребенок, с которым все время вели диалоги, будет, безусловно, лучше и грамотнее формулировать свои мысли и выбирать более полные, длинные предложения для этого. Вторая привычка – это совместное чтение вместо фонового. Читать ребенку вслух, обсуждать прочитанное и задавать вопросы – это не просто хорошо, это необходимость. И это прививает ту самую любовь к книгам. Как это происходит? Вы берете книгу и вместе с ребенком читаете какое-то предложение и сразу обсуждаете с ним. А посмотри сейчас, где картинка про это предложение. А как ты думаешь, про какого героя? А давай найдем здесь на картинке ежика. То есть, чтобы ребенок сидел в этот момент вместе с вами, смотрел и на текст, и на картинки, а не просто где-то параллельно занимался своими играми. Привычка номер 3. Аудиосказки вместо мультфильмов. При прослушивании аудиосказок мозг начинает самостоятельно дорисовывать, то есть визуализировать образы, оживляя картинку у себя в голове. Это самая мощная тренировка для зон, отвечающих за воображение и визуализацию. Аудиоформат заставляет ту самую мышцу воображения работать тогда, когда ее видео бы расслабило. Регулярное потребление мультфильмов без усилий ведет к тому, что ребенку становится скучно в реальном мире, где удовольствие нужно добывать, например, через игру, творчество, общение. Формируется зависимость от того самого дешевого дофамина, который врачи сравнивают с привычкой и даже по действию приравнивают к наркотическому. Такому ребенку будет очень трудно сосредоточиться на книге, да и в учебе в целом в школе, ведь просто чтобы прочитать задачу и ее осмыслить, требуется намного больше усилий, чем хотелось бы. А короткие видео создают тот самый быстрый дофамин каждые 30 секунд или минуту, когда ребенок просматривает, например, ролики в ТикТоке. И тем самым каждый такой ролик мозгом считывается как полностью завершенное, готовое и сделанное дело, тем самым подкрепляя этот самый быстрый дофамин. Привычка номер 4 – это рисование вместо гаджетов. Гаджеты также, я напоминаю, дают готовые образы и отключают работу нашего образного правого полушария, которое создает собственные картинки, что напрямую ведет к проблемам с пониманием текста. Почему? Потому что когда мы читаем любой текст, у нас есть просто набор слов, но нам нужно представить себе готовый образ каждому из этих слов, а также представить себе картинку того текста, о котором мы читаем. То есть в идеале, когда мы читаем книгу, должно работать и правое, и левое полушарие одновременно. И только путем таких упражнений мы можем это задействовать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как
у вас обстоит дело с гаджетами в семье или у детей, с которыми вы занимаетесь на уроках. Пользуются ли дети смартфонами, планшетами и, самое главное, сколько времени в день дети проводят за гаджетами и легко ли его потом оторвать от этого процесса, переключить на какие-то более созидательные вещи. Наконец, 5-я привычка, которая, я уверена, удивит вас больше всего – это скука. Да, вы не ослышались. Ребенку необходимо остановить время, когда он просто предоставлен сам себе, и поскучать. Вот как это работает. Когда ребенку скучно, его мозг вынужден искать выходы, придумывать какие-то новые игры, исследовать фактуру ковра, просто полежать на нем или крутить ложку. Это стимулирует определенное дивергентное мышление, то есть творчество и пространственное воображение. А постоянная стимуляция извне, мультфильмы, развивашки, полезные занятия тормозит развитие собственной фантазии. Позвольте и вашему ребенку поскучать 15-20 минут, когда он приходит к вам и говорит: я не знаю, чем мне заняться, а во что мне поиграть. И чем чаще вы будете его с этим оставлять, тем быстрее он начнет придумывать себе самостоятельное занятия. Эти простые 5 привычек являются фундаментом, без которого любое развивающее упражнение или какие-то развивающие методики не сработают всецело. Это мощные инструменты, которые доступны абсолютно каждому родителю. Надеюсь, это видео было интересным и полезным для вас. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше полезных видео. И до встречи в следующем ролике.